Здравствуйте, дорогие овны! Это ваш астрологический прогноз на август 2023 года. 3 ретроградные планеты и множество разных событий вас могут поджидать. Давайте поскорее узнаем, какие именно. Ну а прежде всего, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Таким образом, больше овнов узнают, что же их может поджидать. Месяц начинается с полнолуния в вашем 11-м доме гороскопа. Вы будете принимать решения спонтанные, на эмоциях или на чувствах, и это все будет касаться вашего рабочего коллектива или групп по интересам. Может быть, кто-то вас выведет на эмоции, или кто-то придет в коллектив, какой-то новый человек, с которым вы не сразу найдете общий язык. Также велика вероятность, что вы познакомитесь с людьми, которые занимаются творчеством, таким же, как и вы, и примете решение пойти вместе к своим общим целям. Также 11-й дом – это и наши мечты, наши надежды. Возможно, появится новая цель в вашей жизни, новая мечта, и вы примете решение идти по новому пути. Все, что касается гостей, вас могут пригласить куда-то, за город, на шашлыки, на дачу или вообще в другую страну. Либо вы будете принимать гостей у себя дома, знакомых, коллег или старых друзей. 11-й дом – это дом реализации. Возможно, вы найдете свое призвание, и это будет спонтанно, неожиданно, и ваши решения в этот момент могут сподвигнуть вас на какие-то определенные действия, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Но прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить вам о том, что ретроградная Венера до 4 сентября в вашем 5-м доме. 5-й дом отвечает за свидания, за романтику. Если вы одинокий овен, то, возможно, вы познакомитесь с новым человеком, вашим будущим партнером, но будьте начеку и проверяйте всю информацию о незнакомце. В этот период нельзя делать никакие крупные покупки недвижимости, транспорта, а также все инъекции по поводу изменения внешности, в том числе и пластические операции, лучше перенести после 4 сентября. 16 августа новолуние в вашем 5-м доме гороскопа. В этот момент мы можем почувствовать супер усталость. Все, устали от всего, хотим просто лежать, ничего не делать. Ну и также новолуние означает остановку. Мы смотрим назад в свое прошлое, делаем какие-то выводы, итоги прожитой жизни. А 5-й дом – это наши дети. Возможно, вы подумаете, а не пора ли мне завести ребенка? Либо наоборот, отложите этот вопрос на неопределенный срок. Если у вас уже есть дети, то в этот момент вы можете почувствовать усталость от гиперопеки, от гиперответственности над ними. Может быть, вам стоит просто немного отдохнуть и посмотреть со стороны, как они будут вести себя без вашего присмотра. 5-й дом также означает творчество. Может быть, вы посмотрите назад и поймете, а чем я увлекался или увлекалась, а приносит ли мне это удовольствие. Или, возможно, вы вспомните о своем старом хобби и захотите его вернуть. 5-й дом – это и бизнес. Может быть, вы захотите открыть свой магазин или какой-то пассивный доход получать, либо вклады какие-то делать. Но, опять же, скажу вам, что Венера ретроградная до 4 сентября и большие какие-то вклады в золото или в недвижимость лучше сейчас не делать. Может быть, вас настигнет какая-то мысль, но не торопите события, всему свое время. А если у вас уже есть бизнес, то, возможно, какие-то изменения. Может быть, вы поймете, что пора поменять коллектив, или пора поменять график работы, или пора поменять точку, переехать в какой-то другой город или в другой район. 24 августа Солнце входит в ваш 6-й дом гороскопа. Солнце освещает нас со стороны. Мы видим, как к нам начинают относиться другие люди, мы становимся более популярны, к нам больше тянется людей, с нами хотят больше коммуницировать, общаться, встречаться. А 6-й дом – это наша работа. Возможно, начальство попросит вас остаться после рабочего дня или предложит вам подработку. Или вы вообще кардинально захотите поменять работу, уволиться с одного предприятия, с одной организации и тут же выйти на новую. Солнце также означает и государственные учреждения. Может быть, придется по работе ездить в налоговую или посещать какие-то определенные инстанции, запрашивать справки, документы, с людьми встречаться и общаться.
Солнце — это также и самопознание, а шестой дом — это здоровье, поэтому здесь, возможно, вы задумаетесь о том, что нужно посетить врача, взять какую-то консультацию или просто сдать анализы. Вас посетит мысль, что лучше проверить сейчас и не откладывать все на потом. В этот же день, 24 августа, планета Меркурий разворачивается в ретроградные движения в этом же шестом доме до 15 сентября. Многие считают, что в период ретроградного Меркурия все идет с ног на голову, но порой это не так. Первое, что стоит знать, это не надо подписывать какие-то ценные бумаги в период ретроградности, заключать какие-то договора, потому что на выхлопе может получиться такое, что вас либо обманут, либо подвинутся сроки, либо прибыль уйдет в другие руки. Также велика вероятность задержек оплаты, задержек транспорта, может поменяться расписание, может поменяться встреча, отодвинуться встреча на какой-то неопределенный срок. В этот момент не стоит продавать жилье, имущество и перенести лучше все эти купли-продажи после 15 сентября. Ну и также ретроградный Меркурий приносит нам приветы из прошлого. Может быть, вам позвонят старые коллеги, старые друзья, близкие, с которыми вы уже не общались довольно-таки долго, либо ваш бывший партнер, супруг или супруга захотят с вами встретиться и пообщаться. В это время, пожалуйста, не принимайте серьезных решений, которые кардинально могут изменить вашу жизнь. Лучше немножечко подождать. 28 августа планета Марс входит в ваш седьмой дом. Планета агрессии, резких действий, движения и подвигов. Седьмой дом — это брак, союз, наши отношения с противоположным полом. Возможно, вам предложат руку и сердце, либо вас пригласят на свадьбу, или же вы сами проявите инициативу и поймете, что этот человек тот самый. Либо вы будете съезжать вместе со своим партнером под одну крышу. Если вы одинокий Овен, то здесь большая вероятность встретить интересного человека, собеседника. Это может быть как в кругу семьи, так и в кругу друзей. Не стоит стесняться и отказываться от встреч и приглашений. Лучше проявите себя по максимуму. Седьмой дом также означает судебные процессы. Возможно, в этот период вы примете резкие движения, действия, поменяете заявление или наоборот напишите заявление. Может быть, вы предпримете решение развестись со своим человеком, пойдете в суд или какие-то бумаги судебные будете получать. Это тоже вполне вероятно. Ну и Марс будет действовать на вас, дорогие овны, таким образом, что вы не захотите никого слушать. Чужое мнение будет вам вообще до лампочки. Вы будете слушать только себя, знать, чего вы хотите и идти вперед. 29 августа планета Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем втором доме. В этом движении планета Уран привносит в нашу жизнь хаос, какую-то туманность. Мы словно, знаете, плывем по лодке и теряем баланс. Мы не знаем, как будет лучше, как правильнее поступить. И наша стабильность словно уплывает из-под ног. Нам становится немного страшно, и мы не знаем, что нас ждет впереди. Второй дом, в котором находится ретроградный Уран, говорит о сфере денег. Возможно, что-то кардинально поменяется. И причем так внезапно, что вы не будете к этому готовы. Может быть, работа поменяется, либо выплаты, либо начальство. Все, что связано с доходами вашими. Вы будете чувствовать дисбаланс, словно как будто от вас что-то забирают. Все будет касаться нереалистичным, и будет ощущение, что это происходит не с вами. Также Уран привносит в нашу жизнь обстоятельства, очень кардинально меняющие наше мнение на какие-то определенные ситуации. Может случиться что-то такое, на что вы посмотрите под другим углом. Может быть, вы были уверены в каком-то деле, в своем мнении, но произойдет ситуация, где вы полностью можете поменять свой взгляд. Ну и также любые изменения на работе вы будете принимать с какой-то ноткой негатива сначала, но потом со временем придет все в норму. Также второй дом говорит о нашей самооценке. Может быть, вам будет не хватать внимания, или кто-то скажет вам вещи, от которых вы просто придете в шок. Пожалуйста, не стоит резко рубить с плеча, посылать всех на 3 буквы. Лучше успокоиться, отстраниться от ситуации и посмотреть, как она будет решаться без вашего контроля.
Ну и под конец месяца, 31 августа, снова полнолуние в вашем 12 доме. Завершение дел, проектов, работы, какой-то проблемы, которая тянулась за вами годами или, может, месяцами, вы закроете это все. Вы примете решение, что все, хватит, я больше не хочу с этим связываться. Либо я хочу поменять работу, либо я хочу поменять начальство, коллектив. Какие-то вещи вы будете принимать очень близко к сердцу. И главное, не рубить все с плеча, как я уже говорил. В этот период, возможно, вы узнаете какие-то секреты, секреты своего партнера, секреты своих детей, секреты своих друзей. Будьте начеку, они могут вас шокировать. Ну и также 12-й дом – это избавление от чего-то. Полезно выкидывать старые вещи, хлам, который вы собирали годами, потому что он вас будет не то что останавливать, а напрягать. Вы слишком много энергии будете на это тратить. Поэтому в этот период хорошо принимать решение, что вот теперь я это носить не буду, лучше я это все упакую и отдам нуждающимся. Либо вы будете избавляться от общения с людьми, которые пьют из вас всю кровь, энергию из вас высасывают. И вы скажете, что все, закрываю вот здесь дверь, открываю новую, и там будут новые люди, новые знакомства и новые друзья. Вот такой был астрологический прогноз для вас, дорогие мои овны, на август 2023 года. Хочу пожелать вам любви, успехов во всех ваших начинаниях и терпения. Оно уж точно вам понадобится. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Увидимся с вами совсем скоро. Всем до свидания.